Так. Всем привет, кто подходит. Подошел. Так, всем привет, всем привет. Окей. Угу. Так. В общем, я вчера, точнее не вчера, сегодня, прямо буквально до стрима, часик побегал, чтобы не повторять снова все эти действия. Там походил, поотрубал головы и тому прочее. Короче, вообще дел всяких раз натворил. Привет, Маша. Здорово. В общем, так вот, прокачался еще немного, спас Марию, ну и все, в принципе. Дальше уже вот делаем всякое дерьмо. Тут в игре можно отрывать головы трупом. Вот, это я и сделал. Игра довольно-таки прикольная на самом деле. Уж точно намного лучше, чем первая часть. Она как-то поприятнее, что ли. В больничке лежал. Тут тебя не было видно. А что случилось? Что такое? Что такое? Окей, погнали. За бабушкой надо было присматривать. Понял. Понял. Все хорошо, надеюсь. Все нормально. Блин. Да, в старости лет всякое может быть. Блин. Пугает меня старость, если честно. Ну, что, дать попробуем сесть. Новенький, разве здесь неспокойно? Я рад видеть, что ты еще не до конца слетел с катушек, в отличие от остальных. Ты видел их, не так ли? Можно только гадать, что произошло с людьми в этом краю. Человечность давно покинула их. Единственное, в чем они теперь заинтересованы, это собирать объедки по всему старому городу. Как я должен вести с ними утонченные беседы, я хочу поговорить о поэзии, музыке и кулинарии. Что здесь произошло? Тут мы с тобой в одной лодке, мой друг. Ответов у меня нет. Я слышал, что бременская армия вмешалась во что-то. Кто-то говорит, что лунный свет выжег эту землю до неузнаваемости. Местные же говорят, что так было всегда. Новенький, ты вообще не притронулся к еде? Это редкий деликатес, который можно найти только в Прехевиле. Я приехал издалека только для того, чтобы попробовать их. Взгляни на эти, например. Разве они не выглядят очень аппетитно? Ну, вряд ли. Используй свое воображение. Ну то есть мне нужно вообразить, что еда классная, да? Тогда... Не, ну конечно, ты придумал классно. Еда может быть такой же вдохновляющей, как высшая форма изобразительного искусства. Или же самые сложные музыкальные аранжировки.
Что приходит тебе на ум, когда ты смотришь на эти болтающихся красавиц? Это отрезанные яйца? Или грудь? Что это? Жесткий юмор игры, да вообще. Привет, Мош. Ну, хз. Ну, это точно ну, фрикадельки. Фрикадельки. Ты прям никогда не бывал в Прихевеле. Такие простые блюда не подают в этих краях. Блин, ужас. Дай-ка посмотрим. Да. А как насчет этой маленькой извивающейся штуковины? Что приходит тебе в голову? Это же отрезанный хуй. Местная колбаса. Ну это точно местная, и причем колбаса точно. В каком-то смысле да. Для приготовления требуется необычайно много времени. Однако варь ее слишком долго, и она станет слишком жесткой. Это моя любимая. Чего нахер? Это удивительный гриб, что первый приходит тебе в голову. Совокупление. Семья. Был бы я Домиником Торетто, это я только семью и видел бы. Дождливый день. Нагота. Ну, давайте наготу напишем. Поверхность гриба такая же шелковистая, как ягодица девственницы, да. Я не знаю, как ты, но я сыт. Благодарю тебя за компанию. Из того, что я понял, ты нужен в городе. У меня действительно есть ключ, однако мне остался последний вопрос. Ты поддержишь бременскую армию? Ты, так сказать, человек Кайзера? Я сражаюсь против бременской армии. Ха-ха, да. Я на твоей стороне. Вот ключ твой. Вы получаете латунный ключ со львом. Лол. Боюсь, другой ключ где-то у военных. Пожалуйста, будь осторожнее, я не хочу ввязываться в неприятности с Кайзером. Не упоминая моей роли в этом. А, ты? Он даже типа не... Тут поворот, нифига себе патроны. Он даже френдли, он оказывается довольно-таки дружелюбный. Привет, Сонь, закончил? Да, закончил. Блин, я думал, мне сейчас предстоит прям жестко сразиться. Надо бы мел достать. Надеюсь, у вас был наиприятнейший ужин. Ну, такой. Приятный ужин. Да, это скорее был званый ужин. Буквально званый ужин. Нихера мне пива много. Так. Так. Ну, посмотреть, сколько у меня всего. 4 303, 1 дробовик. Ну, я вообще заряжен вообще четко. Очень хорошо заряжен. А на местность с ней, наверное, веселее будет исследовать. Ну, так-то да. Мне никогда не нравился старый город. Всегда казалось, что здешние люди пялятся на меня из-за окон штор, думая о всевозможных гадостях. Прогуливая здесь сегодня, повзрослевшая и все такое, я чувствую то же самое. Понял. Так, что у меня по трофеям? Ничего нет. Ну окей, нормально, нормально. Сейчас пойдем в бункер.
О, магазинчик открылся. Так, раз уж магазин открылся. Ух ты, нормально мне шиллингов. Так. Давай спички. Вон сколько так. М. Я тут переписываю с клиентом. Заказ, короче, поступил. Договариваюсь с человеком. Тя-тя-тя-тя-тя. Так, я что купил? Спички купил. Так. Привет, Винис. Так. Раз, два, три, 4. Не, ну хватит, наверное. Так, теперь давай синие флаконы. Все. Все. До свидули. Так. Так. Антон и Геляпань. Посмотрим. 3 мела. Блин, мела очень мало на самом деле. Что-то я как-то херово купил, надо было больше взять. Временно повышает защиту от магии, но у него могут быть и другие применения. Очищающий талисман. Вот не помню, как я его применял, вообще не помню. В первой части, по крайней мере. Так, у меня есть Грогород. В принципе, это довольно-таки хорошо. Подожди-ка. А вот тема с этим Рухером. У тебя нормальный сироп, посмотри. Повышает максимальную способность ума. Да ну вообще как будто не надо. Мне бы вот Алмеров бы найти. Я, короче, до стрима часик поиграл. И поотрубал всем головы. Пооткрыл все сундуки, там прочее. И так далее. В общем, нормально так.
Погоди-ка, а Винушка это же новый. Новый бог же, да? Потомок двух старших богов. Алмер вознесенный считается равными. А, ну так... Подъезжи. Фазмофобия. Давайте здесь Винушку нарисуем тогда. А, класс, четко. Блин, офигенно просто. Не то, да? Мне казалось, это, ну, это же ритуальный круг новых богов, если не ошибаюсь. Почему не сработало? Круг совершенства. Рождение вознесет тех, кто смог выйти за пределы человеческих возможностей. Те, кто вышли за пределы человеческих возможностей. В принципе, я могу загрузиться на самом-то деле. Это не проблема. Я, короче, сейчас возьму побольше мела. Сейчас быренько договоримся с этим мэром. Но не буду его убивать, пожалуй. Это выси на концовке есть. В первой части тот бог. А, понял. Давай. Это не потем. Бог? Фрикадельки, скажем так. Отлично. О, хорошо. Но ты старым богам МБ методом исключения? Ну, я помню, что старым богам... Хотя, по-моему, даже... А, ну, старые боги это Грогород, точно. Ильвиан. Ты мадивин. Ой, давай куда? Ну, Алмер это из новеньких, по-моему. Ну, типа жесткий какой-то чел. Кто еще был-то помимо них? Вот это там. А, это дворецкий. Ну, надо думать, короче. Вот. Надо описание смотреть. Кажется. Три вида. Несовершенные, совершенные и древние боги.
Папа, тут, да там. Вот. Ну, там какой-то стрёмный человек. Ну, короче, давайте еще мел возьму. Я неправильно понял немного. Угу. Так, вернемся в особняк. Там есть ритуальный круг, там Грогорота вызовем. Титма. Так, а тут, по-моему, не было, да? Тут не было. Да, там умеешь. А то такие страшные люди тут убивают. А, я неправильно иду. Зомбилар отель Распитер, так сказать. Это там потом. Так. Вот тут сейчас Грогорота сделаем. Вот на этом ритуальном круге. Так, вот это Грогорот. Отлично. В смысле Грогор... То есть это так работает. То есть я Грогорот обязательно должен жертвовать кого-то. Блин, по идее Грогороту бы пожертвовать козла, которого я найду. В доме дровосек, который тусуется. Да, звук такой приятный на самом деле. Так, в этом здании же ничего... это тупо туалет. Пользована туалетная бумага. Какой кошмар. Это папа, да, это. Марине. Что за что? Селен Фил? Так, вроде окей. Четко. Папа, да, и какой Таки собака. Какая-то зомби-собака. Так сказать. Абаглар.
Вот это, а нет, это А то головы нету, ага, тебя того хочешь. Багаж. Супермаркет. Привет. Купил Uber-класс. Хорошо. Ну, я тоже, по идее. Но у меня тут батя ночует, поэтому не вариант. Так. Сейчас подойду к... Привет. Здравствуй. Спасибо за фоллоу. Спасибо за поддержку. Так, спускаемся. Так. Чё, сразу решку? Ладно, в следующий раз я спрошу вас, ребята, в чате. Это очень прям что-то не везет. Unlucky, unlucky. Вот вчера день какой-то интересный был. 6 раз подряд выпадала решка. 6 раз подряд решка. Это же вообще хереть можно. А сегодня как будто бы чаще орел выпадал. Вот не знаю. Но так вот получилось почему-то. Ключ к крышке люка. Не понял. О. Окей. Это интересный предмет какой-то. Еще одна хирургическая пила. Да, прям... Речь, калечь. Так, ну... Пойдем наверх. Пожалуй, я сейчас вытащу сразу винтовочку. Если что, у меня есть навык меткая стрельба. Да-да, не удивляйся. Так. Оно услышало. Да как будто бы... Он такой, чё он, блядь, сказал? У него что, винтовка? И меткая стрельба? Не, ну его нахер. Я, пожалуй, не выйду. И не вылезу. Да, звук-то, мягко говоря, нехороший, Но ничего. И не таких обламывали, так сказать. О, сундук, ребят, что, готовы? Так, орел или решка? Плюсик орел, решка минус. Да, вот сразу решка. Так, считай до 10. Раз. 2. 3. 4. Так, минусы. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Так, ну, большинство за решку. Ну, с Богом. Ну, блин. Ну вы ша.
Ну не повезло. Unlucky, unlucky. Unlucky. Ну не так обидно на самом деле, потому что, ё-моё, у нас прям с этим все окей. Экипировка на данный момент. Ну ничего страшного, да. Но просто нам могло реально очень мощно повести, и мы могли получить что-то очень крутое. Чтобы вы понимали, к примеру, мне выпал... Так, голод какой-то у меня жесткий, непонятный. Погоди-ка, белый флакон есть, да. Блин, стоит, не стоит с тухлым этим дерьмом питаться. Хотя можно, наверное. В следующий раз повезет, да. Спасибо. Так. А я, кстати же, готовить умею. Коричневый флакон. Ну, да, давай, хули. Сделаем еще один. Так, синий флакон. Пока делать не буду. Так, давайте какой-нибудь простой еды поедим. Заплесневелый хлеб. А, это типа окей, то что... А, да? Не ожидал. Так, заливаем бензин. Все, let's go. Хлеб звучит хорошо. А заплесневелый еще лучше. Ну все, мразь. Ну... Давайте думать. А вариантов не так много, разве что только... Продвинутое обращение с дробовиком, вы можете мгновенно убить оглушенного противника, выставив в него вне боя. Продвинутое обращение с винтовкой, иногда стреляя из винтовки, вы можете мгновенно убить противника. Ну, за 2 хода, да. Сейчас нас 2, поэтому... Ой, индийский бог Ганеша, да. Да ладно. Да чё? Да, в смысле я уже умер? Зачем мне? Ну, орел, допустим. Отхватки монстр. Не, ну он мудак, он мудак. Он жесткий мудак. Подождите, а почему? Я не понимаю. Ребенок милый.
У меня 3 детей, 3 пацанов. Да, ребенок у меня хороший. Так. Иногда просто. Иногда. То есть это мне, ну, пассивная, значит, тема. Но, блин, короче, на везение чистая штука. Ладно, приходится это все повторить. Ох, доброе утро, токарь. Здравствуй. А можно попробовать экипнуть ружьем и стрелять в него, пока он не начнет файт? Ну, не, ну я один раз в него выстрелил до файта, и у него только рука отлетела. Я, конечно, могу попробовать взять дробовик. Это единственное, что как будто бы нормально. Ну вот вот на него, да, как будто дробовик применить самое то будет. И то, ну, в принципе, я один раз только выстрелить и успеваю. Так что, да. Не сложно, думаю. Сейчас просто с дробовика попробуем его ушатать, и будет нормально. Лучший клоун. Ну, маленький ключ, повезло. Он в трубу дует, и голова Леви взрывается. Ну да. Так что, короче, только с дробовика у нас что-то получится. Было бы еще круто, если бы у меня медвежий капкан был бы. Я бы просто перед ним, короче, нормальный сетап такой вот сделали бы. Но, к сожалению, чего нет, того нет. А так в 2 хода, я уверен, мы бы его ушатали. Типа, просто берем и отстреливаем ему башку сразу топором и разводным ключом, когда у него ноги были бы отрублены. За 2 хода успели бы убить, мне кажется. Успели бы. Так. Пойдемте. Сначала разберемся с этим. У некоторых врагов музыка другая, интересно, это их крутости зависит. Ну да, сказать от сложности. Мел это хорошо. Мел это очень хорошо. Да. Нормальный такой урон. Белый гриб. Так, ну чё?
Возможно, этот проигрыш был только к лучшему, так что давайте. Плюсик, орел, решка, минус. С одной бабки разнесет. Так. Раз, два, три. Блин, ничего себе, 4, 5, 6, 7, 8. Плюсик, орел, решка, минус. Давайте кто-нибудь последний решающий голос. 8, 9. О, 10. Так, Предерсон. Так, ну, орел давайте. Да и... Давайте все обвинять Арсена. Ладно, я шучу. Блин, не повезло, пипец. Вот как будто бы начинается все та же самая херня, что было вчера, когда одни решки выпадали. Но в то же время уже много орлов тоже было. Так что очень неоднозначно это все. Прям очень неоднозначно. О, привет, Гудзон. Здорово. Да, пас. Незараженную. А тут как бы вроде как зараженных-то и нет, наверное. А он в любом случае до конца не выбивает. Тут расчет на то, что типа игрок засыт и убежит. А потом, когда генератор включат, только тогда он появляется. Видимо, так. Бум-бум, да. По голове себе постучи, как сказал бы этот. Гоблин. Так. Снова, давайте. Орел плюс, решка минус. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, вообще, да, но там публиковать их надо. 9. Ну, вообще сейчас все записи сохраняются в этом. А как сделать? Там настройка есть отдельно. Публикация. 10. Привет, Аял. Так, много решек, короче. Но это несложно. Это несложно. Там в настройках трансляции сохранять запись. Там есть. Решка. Да вы можете в это поверить просто? Как так-то? Ну просто должно было повести хотя бы по теории вероятности-то. Про сам сайт. Про сайт, да. Перепочет. Здорово. Рад видеть. Половина удачи уходит на Марину. Ты когда сказал Гудзон, у меня Google на телефоне сработал. Ничего себе.
Алиса, включи звуки секса животных. Опа, подожди, сейчас все. Да, сейчас мы убьем его. Существо ранено. Папа, Истач. Все. папа, папа, я что-то. Вот. Да, что. Чук-чук. Так. Ну, вроде... Не, вроде у нас есть какая-то... У нас есть шанс. У нас есть серьезный шанс. Мы убьем его. Мы убьем его. Сейчас убьем. Ну, в смысле? Мы его оглушили. Ну, типа у него контузия какая-то. Готов. Вот да, намекал. Ласковую душу поглотили. Чудовище повержено. Прочную спецовку, мини-ловушку. Шея, голова кажется слишком твердыми для пилы. Чего? А? Как? Блять, ну что? Я 2 пилы просрал на эту голову. Серьезно? Подожди. Лол, нет, у меня нету, что ли? Только не говорите мне, что у меня все как его... Те пилы кончились, реально? Пиздец. А я-то думал, просто у меня, ну, по прочности сломался. Ну, типа... Ну, охереть можно теперь. Говнюк. Твердый как скала. Ну охереть вообще. Тут слишком узок для вас. Существо, похоже, проломило несколько строительных балок, чтобы попасть сюда. Ну просто обалдеть. О, героин. Тут разве есть брак, как в первой части? Не знаю даже. Этого не знаю. Но да, я в курсе насчет того, что в первой части есть брак. Да ладно. Не проиграем. Ну да, вообще, мне крупно повезло на самом деле. Если так подумать. Давайте еще попробуем. Ну, крит какой-нибудь. Ну, давайте, ребят. Может, их надо покормить немного, а то как какие-то они... Какие-то не слабые прям. Белый грибочек. У чела топор, он не может сломать петли. Да вообще. Кстати, эта игра не линейна ни разу. То есть не линейная. Понял. Ну да, тут много очень всяких разных аспектов, которые влияют на те или иные вещи, прям очень серьезно.
Нелинейно, понял? Ну да, понял. Линий тут нет. Она не прямая, она извилистая. И линий не одна даже, я бы сказал. Ну, кажется, у ХП у двери 500. Ну, должно же мне повезти хотя бы один раз, чтобы, ну... Например, Леви ударил на 170, а девушка на 130. Ну, камон. Ну, 150, 250. Нет, не 500, не. Херня. 850. Ну, подожди. Игра квадратичная, я бы сказал. Квадратичная. Ну, по сути, я могу бахнуть коричневого флакона. Но это было бы вообще бредово, конечно, так поступить. Ну, в том смысле, что это, ну, полный бред. У Дюриана 500, так что металлическим бахнем пиво, смотри. Это же двери. Ну да. Ну, блин, ну это тупо. Ладно. Потом к нему вернемся. Жалко, крит не выпадает. Ну, типа... Бывало же так, что у Леви крит выпадал на ком-нибудь, типа на 500. Ну, даже если бы выпал 500, все равно не хватило бы. Это вот Марине тоже надо было бы тогда 500 бахнуть. Да, такое себе. Маринка в дверь. Ну, слушайте, это прикольно. Теперь вот благодаря тому, что я грохнул того чувака, у меня вот тут, ну, лифт не ломается, ничего, все хорошо. Это что-то нахуй? Я не понял, блядь. Нет, я не понял. Нет. Я не понял. Я жестко не понял. Я вообще жестко не понял. Я сейчас жестко не понял. А как так? Мата, стоп, хорошо. Это что такое? Я чё, в фильме ужасов, что ли? Это типа Джейсон какой-то за мной сейчас гонится. Почему они мертвые вообще-то? Как так-то? Прочная спецовка. Так это же одежда рыжей. А, так это была рыжая, что ли? Охереть. Не успел завернуть в комнату. Да, вообще беда. Не, ну с одной стороны я хочу его грохнуть вообще-то. Это божество. Ну, блин, ну... Очень похоже на то. Не, ну эта мразь меня сейчас уничтожит, походу. Так, давайте-ка прочитаем меткая стрельба. Мгновенно убить. Так, насколько мне может повезти? Нет, мне не повезет. Кстати, мина-ловушка есть. Мина-ловушка же есть еще. Не, ну придется... Хотя есть вариант. Не-не-не, есть вариант. Но я не хотел этого сделать, но придется. Yippee-ki-yay, motherfucker.
Живи! А? Нет! Ему насрать на канистру, прикиньте. Ему насрать на канистру просто. Он мне еще за лицо схватил. Папа, хе-хе-хе. Батя. Да, это жестко. Та-та. Не, ну казалось бы, взрыв, огонь или типа того, ну хотя просто огонь, скорее всего. Блин, у него типа настолько крепкое тело, что ему ну просто насрать реально. Это как вообще? Охереть. Почему игра такая жестокая? Ну, блин. Игра не то чтобы жестокая, она на самом деле даже, сказал бы, в каком-то смысле слишком честная по отношению к игроку, в том плане, что если игрок будет знать правила этого мира и следовать этим правилам, то игра честно будет подчиняться этим же правилам, и, соответственно, игрок сможет в легкую побеждать. Первую часть проходил, да, только на концовку из разряда типа fuck this shit, I'm out. Просто убежал из подземелья из страха и голода, когда нашел мертвого Легарда, или как там его звали, который... Я за варвара играл. Ну, потом как-нибудь, наверное, первую часть допройдем. С богами и все в таком духе. Как в лоне РПГ. Толпой в очко. Отросток пульси. Ну, тут вообще могут, да, трахнуть. На самом деле могут. На самом деле могут трахнуть. Легард же... Ну, я там слишком долго много чего делал. Пришел в подземелье, а он уже мертвый лежал. Этот долбанный мемер с всего просто охерительными продуктами. Просто... Ребята, это походу легендарный трай. Это легендарный трай. Мне только что дали 2 патрона для винтовки. О, слушайте, это прям хорошо. Погоди, а у меня мел есть? Я что-то не обратил внимания. По-моему, нету. Ну да, нету. Не, ну конечно важное. Очень важно. Короче, теперь я уверен в том, что там можно будет спасти рыжую девушку. Это раз. Во-вторых, там ключ валяется. Ну и в-третьих, ну не знаю даже, что можно в-третьих. Наверное, все-таки надо сразиться с этим слонопотамом, но не в начале, а в конце, когда мы по лифту спустимся. Да, когда по лифту спустимся, только там нам стоит его ушатывать. На первом этаже смысла нет. Этажом ниже, да.
Короче, такой план. Также с дробовика его шотнем. Ему будет максимально херово. В принципе, относительно легко с ним управились, когда я смог попасть в него из дробовика. В принципе, относительно легко. Но просто вот этот вот раз был очень неожиданный. Я не был готов вообще ни в коем разе. Хорошая стратегия. Ну, только так и получится, да, я уверен, только так получится, по-другому никак. То есть, получает... Нет, с одной стороны, конечно, может быть, был бы профит, знаете какой? Если бы я его убил на первом этаже и убил бы на втором, то есть, получается, я бы залутал бы ништяки с этого босса 2 раза, возможно. Возможно, не уверен, но возможно. Так. Во второй раз оно подошло уже с ранеными ногами. А, уже изначально раненые были, что ли? А, нихера себе, я не обратил на это внимания. Я подумал, у него ноги раненые были от канистры. Вот сукин сын. Так я вообще полностью растерялся, получается. Надо было его как-то уже более уверенно долбить по голове тогда. Возможно, я его убил бы. Ну, блин, да. Рейс его убил бы. Если я правильно помню, в этом доме раньше жила пожилая пара. Старушка всегда придирала к своему муженьку. Старик просто принимал все это без претензий. Не буду врать, мне было немного жаль его. Ха-ха-ха. Там голова еле как мигала. Блин. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Погодите, он кровью пытался нарисовать этот знак. А что будет, если я дорисую этот знак? Это же Рхера? Знак. По-моему, Рхера, да. Блин, предложение-то интересное. Ну а хули, давайте. О, окей. Даже так. Вот это прикол. Так это же тупо Silent Hill. Ничего, это кто? Человек в черном. Еще один прислушается к моему призыву. Просто помни, что ты пришел ко мне, а не наоборот. Скажи мне, о наивный, ты веришь в непроглядную тьму? Ну, допустим, давай скажи ему, подсосу, так сказать. Я живу во тьме и для нее. Правда, истинная тьма — это редкий дар. Поговорка гласит, нет света без того, чтобы он не отбрасывал тень.
Добро с одной стороны и зло с другой. Хорошее может прийти из плохих мест, точно так же, как и плохое может прийти из хорошего. Постоянная борьба, даже игра. Так и должно быть, так оно и было. Человек прислушивался к своему духу, а ты так легко мог запятнать этот дух. Но это продолжалось недолго. Тогда люди начали поклоняться новому богу. Бог, называемый наукой. Внезапно все нужно было просчитать, прежде чем принимать во внимание. За наукой нет ни добра, ни зла. Может быть, пришло мое время снова одолжить меч. Я помогу тебе в твоих поисках. Скоро увидимся. Серьезно? А что за легендарные челы? Он мне поможет. Не, но иметь такого союзника — это довольно-таки мощно. Да, место неприятное, но... Но что мы получили в итоге? Одинокий козел пришел поприветствовать вас. Козел, кажется, внимательно следит за каждым вашим движением. Хочешь присоединиться к моей группе? Козел качает своими рогами в знак согласия. Козел присоединяется к вашей группе. Черный Калеб. Так это он и был, да, типа? Ничего себе. Погоди, а что он умеет? Козель. Сатана. Сатана. Теперь история с женой дровосека разгадан. Ну. Жена дровосека. Внезапно черный Калеб останавливается на копытах. Нам нужно идти прямо сейчас. Ну да, Твинис, кажется, что черный Калеб не так и крут, но... Мне кажется, только лишь на первый взгляд. Тут стоит винышку поставить, потому что дерево поднимется. Дерево на очень прочная поверхность. Довольно гладкая. Блин, чё они все такие голодные? Magic Forest. Secret location. О, окей. Но мы туда пойдем позже. Позже. Сначала надо со слоном разобраться. Так сказать, со слоном в комнате. Мы больше не можем отрицать присутствие слона в комнате, так сказать.
Да, только не спойлери, ничего не этого, и ты не пожалуйста. Самое главное. Снова здесь лишнее будет там, если тебе понадобились. А, очевидно, его там нет. Они бегают, как в Скуби-Ду. М. Не спойлери, ты не съешкин кот. Вот ему говоришь, не надо, а он такой. Ну что за народ? Так. Нет, действие не работает. А погоди, а я могу? Нет. Так, доктор, журналистка ушли. Давай забаним его. Ну, я давно уж подумал об этом. Но он просто, не знаю. Папа. Папа. Папа, понай. Да пускай будет. Пока в наглую не начнет там нарушать. Только тогда. Но он человек понимающий. Он русскую речь понимает, но при всем этом продолжает писать на английском. У человека свои приколы. Так. Дать поклонимся Грогороту тут. Блин, знаете, с чем?
Так, я попробую пойти за козлом этим сраным. И потом просто сохранимся. Вообще насрать. Хотя, с другой стороны. А, ладно, рискнем. Мало ли. Но лучше стоит открыть ворота, пройти дальше. Увидеть там, что будет. Но я подозреваю, что журналист ни хера не в лицу где-то, а в канализацию, в которую я не могу попасть, потому что там ворота закрыты. А так журналиста бы спасти, конечно, было бы хорошо. А, ну, это журналистка. Ее зовут Карин. Так, давайте-ка... Вот эту вот книгу я вам, кстати, не читал. Это рецепты... Так, 15 века. Книга содержит традиционные рецепты, восходящие к кухне 15 века. Рецепты взяты из воспоминаний печально известного шеф-повара Андера, который в то время работал на королевской кухне Рандона. Похоже, что шеф-повар Андер приобрел дурную славу, соблазняя придворных дам, и по слухам у него даже был роман с принцессой Элизабет, знаменитой принцессой-девственницей. Вот так вот. Теперь, когда вы смотрите на нее, кажется, что книга больше посвящена королевским сплетням, чем кулинарным рецептам. Между всей этой романтикой и предательством вы находите рецепты местного пирога и овощного пирога. Вот так вот. От знаменитого шеф-повара Андера. Вот так вот. Так. Химия. Огород. Последний рубеж, вот это вот я вам, по-моему, не читал. Последний рубеж — Винландская колония, глава 1. Легенда сообщает, что в 1009 году группа исследователей из Ольдегарда впервые вступила в контакт с островным регионом Винланд. Сага о Винланде. Это первое письменное свидетельство о континенте. Следующий подтвержденный случай относится к 1310 году, когда небольшой флот из Абиссонии отважился отправиться в темные воды Запада. Однако потребовалось бы еще 200 лет, прежде чем был проложен устоявшийся торговый путь, но благодаря мореплавателям Ольдегарда в 1577 году. Именно во время этой эскапады континент был назван Винланд, что переводится как «винная страна». Предположительно, из-за количества вина, необходимого для того, чтобы стереть воспоминания об этой земле и ужасах, которые она содержала. Несмотря на то, что существование континента становилось все более общеизвестным среди ученых западного мира, путешествия в упомянутую страну были очень редкими. В 1650 году ученый из Ватикана дал следующее описание этой земли. Почва состоит из минералов, которые, кажется, полностью отвергают солнечный свет и тепло, в результате чего Земля выглядит как сплошная бесцветная черная масса, где невооруженным глазом трудно измерить глубину каждого холма и впадины. Охереть, это вообще стрёмно выглядит, наверное. Это как вообще? И те немногие растения, которым удается вырасти в этой враждебной почве, в конечном итоге приобретают те же самые черты. Таким образом, пейзаж сливается воедино, насколько это можно увидеть. Просто бесконечная тьма. Если вам повезет, облака могут немного сместиться, и вы сможете, по крайней мере, сказать, где заканчивается земля и начинается мрачное небо. Эта земля проклята. Земля нездоровая и темная. Каждый поселенец возвращается с яркими историями об очень личных кошмарах, через которые он прошел во время своего пребывания в Винланде. Открытие этого континента – самая большая ошибка, которую когда-либо совершало человечество. Охереть. Жесть.
Побывать на таком острове точно не хотелось бы. Между Индией и Винландом я бы выбрал Индию. Там хотя бы не так стрёмно. Все. Какие две бочки? А, да ну нахер, я их не обыскивал. Оказывается. Блин, все тетради у меня в голове прям перепутались. Уже не помню. Ну, я был уверен, что их лутал, оказывается, нет. Ах ты мудацкая лошадь. Тут. Что думаете, может пойти и сохраниться или не стоит? Или хотя бы, может быть, отдельно сохраниться? Так, он готов продолжить. Не сохраняясь. Ладно. Просто сохранение это оно потраченное игровое время. У нас наступит день. Сейчас мы утро. Боги любят троицу. Так, ну чё. Плюсик орел, решка минус. Сейчас я подойду. Пока решайте.
Так. Привет, Эксплейм. Здравствуй, рад видеть. Так, что там? Что там Машем написал? Аж удалил сообщение. Так, окей. Токарь плюс, Мош минус, Твинис минус. Так, подождите. Решка. Точнее, орел. Орел. Решка. Краб Ливер. Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Решка. Так, две решки. Две орла. Ну, два орла. Я голодаю на орле и решки? Что, блин? Ладно, решающий этот... Тут у нас поровну получилось. А что, 5-й GTA не стали проходить? Не, будем. Просто эта игра заказана за 5000 рублей. Авансом 2500 скинули, поэтому играем. Да-да. Короче, орел или решка. Эксплейм. Там краб ливер. Скидывайте. Плюсик или минус? Орел это плюсик, решка это минус. Купили стримера, да. И Гудзон давай тоже. Орел или решка? Так, 3 решки. 3 орла. Вы что, издеваетесь, что ли? Давайте еще. Да вы гоните. Они легче? Ну, наверное, легче на самом деле. Ладно, я сейчас умру от голода, скорее всего. Фак. Я забыл команду.
пол. Не, ну просто людей-то... не только тут. Ладно, короче, давайте. Ничья, так что выбираю я. Пожалуй, так сделаем. В прошлый раз выпадал орел. Позапрошлый раз выпадала решка. И три трая назад выпадал тоже, по-моему, орел. Не, ну вот Мош там пишет. Мош там пишет. Это главный заказчик игры. Всегда приходит, смотрит. Ну, может, да, просто типа плюсиком или минусом сказать. В принципе. Ну да, в принципе, можно голосование устраивать, это нормально. Опрос сделать. И плюс к этому просто плюсуем голоса Ютуба. Такая гадость, да. Орел или решка? Ну, давайте, короче, решка. Пускай будет решка. Решка. Ух! Да не, все в порядке. Ну, хотя... Не так, чтобы сильно в порядке. Блин, это прожорливая сволочь. Fails never fails. Ну, типа того, да. Изолента. Канистра бензина. Три болта. Кожаная пластина. Масло. Циркулярный диск. Да блин. Консолс. Так. Сейчас размансуем этого мудака жестко. У него вообще шансов не будет. Он не причинит нам вреда. Так, и давайте... Орел, решка. Так, орел плюс, решка минус. Так. Тут большая улитка где? Смотрите. Сын сделал большую улитку. Из пластилина. Так. Ух ты, ничего себе. Так, раз, два, три, четыре. 4 решки. И 2 орла. Это же Герри, да. Ну что ж, решка, ребята. Это решка. Хорош, молодцы. Только это дерьмовый серп, говна вонючего. Да за шо? Да за шо? 4 серпа. Ничего, блин, хозяйственный магазин открывать или типа того?
Так. Теперь главное не обосраться. И сделать все правильно. Let's go. Басуха, да? Нет! 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 Блять, так уебал бы тебя нахуй, падла ебаная, просто тварь. Я не знаю, ну как? Не, ну это что-то... Бы еще одного челика взять? Не, ну я вообще типа... Не против. Боже, какой же кал. Что за шо? Марина умерла. Подожди-ка, а вот Марина умерла, да? Она умерла. А так, разводной ключ у меня есть. А, все на месте. Ну, хули. Опять один. Да, вот именно это так, да. Лучше не скажешь, Машум, лучше и не скажешь. Да вообще, я не знаю, но это очень печально. Это очень печально. Трудно определить причину смерти, на лицо не так уж много физических травм. Письмо солдата и ключ. Так, письмо вам прочитать еще раз? Ну, я просто читали, ну, вчера его читал. Могу еще прочитать. Давайте прочитаем. Дорогая Гизела, я пишу это письмо в глубокой печали. Боюсь, мне придется отложить свое возвращение в твое любящее лоно. Мне тоже в глубокой печали. Даже если Великая война якобы закончилась, наша задача выглядит совсем иначе. После беготни по приказам, которые вызвали бы отвращение у каждого здравомыслящего человека, который не был свидетелем ужасов войны, я, кажется, что наконец-то начал видеть красную линию, которую все это время придерживался наш кайзер. Этот прогнивший город, это был именно то, что наш кайзер стремился завоевать с самого первого дня. Я не думаю, что это совпадение, что очень скоро после достижения этого города кайзер
решил перебросить бременские войска в другое место и договориться об условиях мира. Я не знаю, что такого особенного в этом же жалком месте, но я даже слышал, что сам кайзер приедет сюда в ближайшие дни. Может быть, после этого я наконец-то смогу вернуться домой. Я надеюсь, ты сможешь подождать меня еще немного. Твой навеки, Джонни. Вы включили монитор. О. На мониторе есть некоторый текст в упрощенной формате записи. Телеэлектроскоп не может быть подключен к логике, если не включены все 3 кабеля. Ха. Подключение одного перед другим не наносит никакого ущерба системе, но это не должно выполняться без чистых распоряжений назначенной должности лица, ответственного за эксплуатацию. Подожди. Ну, получается так. Подключить все кабели. О. Окей. Круто. Что-то включил. Книга страхов. Такая же не особо нужная книга, как анатомия, но хотя просто чисто, чтобы знать. Ну вот то, что как ослик еще умер, это печально. А, вот это вот телескоп и есть этот самый. А? А? Да. Потом колеа. Так. Ангап. Я совсем забыл про этого парня. Если что, ребят, вот чего вы обо мне не знаете, наверное, только лишь алды помнят. Я проходил марафон Silent Hill, так что меня этим дерьмом не удивишь. Херня это все. Так. Эх. Надо бы как-то максимально усилиться, наверное.
Ну, в плане влияния богам. Винушки, Грогороту. Так, сейчас стоит куда пойти? Снизу... Нет. Снизу нет ничего особенного. Ну, разве что только секретная локация. Да, ключи города у меня. Ну ладно, пойдемте просто. Перед вами возвышаются пронзительные крыши Прехивеля. Уф, вы оказывается в центре столкновения. Марка, дела плохи, Танака говорит. Успокойся, все это просто большое недоразумение. Вы слышите смех вдалеке, он звучит холодно и безжизненно. Мы сейчас просто разойдемся, и каждый останется в живых. Бременский лейтенант. Легко испытывать угрызение совести, когда смотришь в дуло пистолета. Не стреляйте. Бременский лейтенант одаривает вас улыбкой. Недоразумение, говоришь? Ай. Ну живи и учись, как говорится. Блин, ты охуел, блядь! Медленно, слишком медленно. Блять, сука, я тебя выебу нахуй. О, кто теперь медленный, блять? Кто-то отхватывает, мне кажется. На, сука, на, сука. Шлепок. Шлепок. На, сука. Хаотичную душу. Гандон. Какой же гандон просто. Да за что? А ты кто? Ебать, вы конченые нахуй. Кто вы все, ребята, блядь? Так, не, ебал я в рот. Да, как его там звали? Не, знаешь что? Что за тупо? О, спокойной ночи, Маша. Спокойной ночи. Почувствуйте укол иглы в свою шею. У вас болит голова, ваше тело чувствует себя немного замедленным, поскольку оно восстанавливается после паралича. Вы обнаружите цепочку, привязанную к вашей лодыжке. О, боже мой, серьезно. Папа, вот так? Я охереваю. Я чисто в ахере. Ты кто такой?
Ну все. Он вошел в мое очко. Вы испытали мощный оргазм, затем потеряли сознание. Иди-ка ты отсюда, пожалуйста. Анап. А тут ахас. Нет, Почему? Бар. нет, Это не детская игра вообще. Бар. Страшная игра. Че, бар? Завтра поиграешь, завтра че? вот. Да я знаю, что ты не играешь, но ты смотришь. Но смотреть нельзя детям. Давай, иди. Кущан. Да, барынер барамантан. Че в итоге? В смысле? Что это было вообще? Я не понял. Я чисто кайфанул и все? Привет, Флимбли. Что я сделал? Что я сделал? О, блядь, что я сделал? Что я сделал только что? Чего там написано? Национальные стальные котлы. Осколки стекла. Не, ну если я снова увижу этого сраного клоуна, я в него стреляю в упор просто. А, я вот он где. Ничего себе. Понял. Ты ниман на бартагс. Анхап. Сматка. Ну что ж, везуха не везуха. Орел, решка. Плюс, минус. Орел плюс, решка минус. Считай до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 с половиной. 8 с иголочкой. 9. 9 с половиной. Ну. Орел или решка? Ничья получается. Ну тогда опять я выбираю сам тогда. Давайте тогда... В прошлый раз что было? По-моему, решка была. Или орел? Не, была решка. На сей раз орел. Ебать. А что такое байонет? У-у-у. Нормально. Я, походу, сейчас заимел какую-то имбу. Здесь стоит пыльный проектор. Если бы у вас была какая-нибудь пленка, вы могли бы прокрутить ее здесь. Но у меня ее нет.
Повезло, повезло. Я убежал от двери. Эта дверь была слишком страшная для меня. Баз. Блин, вот прям, знаете, я как будто бы вот реально хожу с пальцем на курке, короче, с ружьем, вот так вот прям иду, с пальцем на курке, у меня прям палец рядом с шифтом, и я прям боюсь нажать, что, ну, не дай бог выстрелю, сука. Не дай бог выстрелю. Подбери капкан. Бегу, спотыкаясь, подбирать его. А как подобрать? Такое. Наверное, надо встать на нее, чтобы активировать действие. Эх, Марины нет больше с нами. Это еще усложнит. Не, это не то, чтобы усложнит, это закончит наше прохождение. И просто откинет нас на дохера лет назад, так сказать. Кстати... Кстати... Надо было бы нам... поспать, засейвиться. Отдельным сохранением. Отдельным сохранением. Хули делать. Хули делать. Не, потери Марина и Козла, это, конечно, просто очень плохо. Это очень плохо. Это пиздец как плохо. Плюс Танаку ушатали и Марко. А Марко, точно я помню, был как игровой персонаж, к примеру. Надо было сразу нападать. Блин, вот почему я не напал. Ебать! Ну... Охереть. Пиромантия. Оруэри. Привет. Спасибо за добрые слова. Ну, игра нравится, да. Некромантия есть. Имба, да? Кровавый голем. Черный шар. Мне больше вторая понравилась. В смысле? А, вот так только. Блин, атака 1. Ой, блин. Почему так нельзя? Что такое короткое замыкание?
Блин, жалко, Маршал ушел, конечно. А, открывать электронные замки. А я уж тебя хотел забанить просто за спам. Ну ладно. Ты, оказывается, писать умеешь. Ты, оказывается, блин, пишешь какие-то смысленные, ну, сообщения. Офигеть. Окей, хорошо. Не знаю, как никакую пчелу. Не знаю. Ну... Блин, пояснение насчет некромантии брать, наверное, было бы нехорошо, да? Размер разума 25, интересно. Не, у меня Левин не наркоман. Да, навыков очень много. А муха тоже вертолет. Не знаю. Все зависит от того, как я буду проходить. По идее, Ференхангер может пройтись вообще в легкую за 3 часа даже. Но это если ты знаешь пути и там прочее, что делать конкретно и так далее. Да, короче, короткое замыкание и бросок гаечного ключа придется взять. Короткое замыкание хорошая вещь. Вот бы чел с моего колледжа. Блин. Соболезную насчет твоих знакомых из колледжа. Это печально. Блин, такое ощущение, Аурьери, что это ты наркоман. Нет, серьезно, просто. Капец. Ты шо, под спидами? Так. Не, я мэра не хочу обижать. Он вроде как нормальный чел. Он мне ключ даже дал. Меня это удивило. Я сперва его убивал, но потом решил все-таки попробовать с ним поужинать. И вау! Черт, он нормально так поговорил со мной. Правда, предлагал мне покушать всякое дерьмо по типу мозг, который располовинен надвое. А, подожди. Стой. Не, ничего нету. Окей. Так, подожди. Стоит попробовать пойти обратно в тот же этот подземелье. Светская не беседа не такая. Ну да. Хорошо так поболтались. Ага, сейчас вот рядом на парах сидит, слюни пускает. Блин, кошмар какой. Ну как, ну... Это зависит от восприятия ситуации, так сказать. А, блядь, ебать, ты че конченый? Ебать, кто это? Кто это, ребят? Так, стой. Ебать. А, эта сука отняла мне топор? Серьезно? Отстрелил ему руку, ну, блин, охеренно просто.
Нет, нет. Блядь, Дина ебаная. Почему ты такой ебаный гондон, блядь, я не понимаю. А вот он топор, ну охуенно просто. Не надо. Я ебать тебе не аниме нахуй. Я не могу, блядь, поставить себе в зубы ебаный нож или типа того нахуй. Не, это пизда. Что я могу сделать с ним? Как я это сделал? Не, ну это пиздец. Блять, каким-то нахуй чудом я еще живу. Каким-то, сука, мать его, чудом. Бля, я буду бороться до конца, мне похуй вообще. Блять, ты мне руки отрубил, мне похуй. Я тебя, сука, загрызу, блять. Ты, может, руку себе, сука, бля, потеряешь, нахуй? Охуеть! Пиздец! Это как? А, ему насрать. Я понял. Да я борец, нахуй. Не, я боролся. Я боролся. Вы видели, я боролся. Я пытался. Я старался. Все. Я хер его знает. Я не знаю. Я, черт побери, пытался. Погоди. У меня есть некромантия. У меня есть некромантия. А что если я вернусь в бункер и попробую оживить Марину? Или... А хули... А чё далеко ходить? Не, погоди. Отмена. Давай попробуем этого чувака. Ты же свежий чел? Ой, красавчик. О, имя этому творению. Но это будет Мош. Честь заказчика. Мош, кажется, он пребывает в блаженном неведении о боли и страданиях, через которые ему пришлось пройти. Он бесстыдно чешет ее в области паха. Блин, ну что такое? Чем ты занимался, Мош? Так, второй труп был где? Один тут. Ну, второй в бункере.
Мы в бункер идем по-любому. Нам нужен второй труп. Мы соберем себе армию, я вам говорю. Зоофобия. Походу, дело кончилось так, что животные достали Моша. В определенный момент его скушали, видимо. Хотя нет, у него же каких-то повреждений в теле не было. Странно вообще. Только без спойлеров, ребят, пожалуйста. Без спойлеров. Про события в игре, какие могут произойти, там прочее. Я от этого чела убегаю, короче. Он что-то вообще не френдли. Это моя кошка Дарси. Моя кошка. Да, она такая. Very nice. Пила. О, где? Блин, не зря я короткое замыкание брал, ребят. Это очень топовая тема. Жесть. Запах грязи и фекалий почти невыносим. Ты... Изолента. Рыбное рагу. Походу придется покурить скоро. Какая тварь на меня хочет залупнуться? Что-то я не понимаю. Ну, что-то меня вообще не радует эта тема. А, погоди. Нормально. Да. Не, ну, норм тема, конечно. Новая локация. Не то чтобы норм, это классно. В натуре классно. Туннель номер 6. Так, ладно. Окей. О. Блин, вот бы мне пистолет. А, там, скорее всего, пистолет и остался у того мудака, ёб. Как его там? Странного лейтенанта дерьма. О! Так. Плюсик орел, решка минус. Голосуйте, ребят. Сейчас подойду.
Так. Минус, минус, плюс, плюс. Ладно, считай до 5 и еще голоса. Гудзон, там кто-нибудь, ребят, еще. Раз. Два. Ну, кто-нибудь. О. 3. 4. 5. Ладно, орел. Блять. Не повезло, не повезло. Эх, печально, ладно. Да, конечно, бачу. Это же интересно, это прикольно. Поспать не дает. Да. Люркуете все время? Сидите, люркуете. Блин, знаешь что? Да, или может нет. Не, я лучше сэкономлю по патрону. Не. Лучше экономить. О! Итак, считай до 10. Плюсик орел, решка минус. Раз. 2. 3. 4. 5. Ну, походу, 6. 7. 8. 9. 10. Может, голодный еще. Окей, орел. Погнали. Не, ну... А прошлый раз что было? В прошлый раз мы выбрали... Орла тоже. Ну, короче, снова пошла череда орешек. Очевидно. Тоже выиграл ничего, да? Орлик. Ору просто реально. Ору с того, какой я орел. Никому бы не пожелал быть таким орлом, как я. Так. Орлиный орел. Ты что, падла? Да ладно, у тебя тоже может быть заражение в ране. Ты же живой мертвец. По сути, должно быть насрать, нет?
Нет? Ну, блядь, хуй знает. Ну, ладно. Ну, тут такая, типа, сейчас... Тут сейчас происходит такой момент, когда я готов сделать это. И происходит такой момент, когда можно повременить с исцелением. Нервно смеется. Ладно. Я просто думаю, что это... не последний крыс. Не, я тебя обязательно спасу. Для меня каждый боевой труп важен. У нас даже волосы одинакового цвета. А это для аниме не пустое слово. Что произошло? Ебал-дремал, ты кто нахуй? Но нахуй! А это норм тема будет? А, хули. Душа слишком испорчена и хрупка, чтобы его можно было призвать обратно в тело. Некромантии не удалось. А, да. Так, да. Голова соседа. Это реально сосед. А ты прям шаришь, да, в этой игре, Арьери? Да, эта игра свела с ума людей. В каком-то смысле. Так, ладно. И начинает это немного парить. Я беспокоюсь за наших ребят. Твоя, ну, первая часть. Ты типа первый, точнее, ты вот термину просто не полюбил, не осилил или как? Трудно к ней привыкнуть. Да, как по мне, вообще прикольно. Но мне как-то она больше понравилась концептуально, что ли. То, что это времена ближе ко Второй мировой. Типа такая. То есть не средневековье, не мечи, не арбалеты, не луки. Я такой типа, о, прикольно. Это реально интересно. И потом еще типа проводится какой-то такой масштабный ритуал. Фестиваль. Ну, в общем, сюжетный лор, но довольно-таки интересно. Ну и первая часть, в принципе, была неплохой в этом плане. Типа там, что... в особенности, когда ты играешь за варвара, это неплохо подается. Ну, как бы то ни было, все вяжет... Ну, точнее, все крутится практически вокруг этого... Гриффита, или как там его звали, практически. И... Ну, правда, неплохо, неплохо. Очень даже круто. Но как-то она больше душная, как будто бы, что ли, именно по атмосфере, что ли. А тут как-то
поувлекательный прям. Я увлекаюсь этим. Мне интересно. Архер, серо-бог, серо. Просто привык то, что это темное средневековье. И всякие подростки против зла трудно это воспринять. Не, ну просто... Тут подростков-то всего несколько. Ну, Леви, окей. Мои когти слабые, но ничего. Да. Ну, да почему бы и нет? Не, ну сам по сути Ариэри. Типа, в первой части тебе дают выбор персонажа из 4 человек, а тут тебе сразу нахуй 8 ебашут. Я бы на место разработчиков, типа, впихнул бы какого-нибудь такого, типа, довольно-таки угарного персонажа по типу Оливии. Это прикольно, почему бы нет? Причем я снимаю перед ними шляпу в том смысле, что они реально постарались сделать их всех разными. Довольно-таки. Причем тут Гитлер? Нет, Гитлер больной хуесос. Кайзер. Не, тут скорее такая тема, то что это альтернативная история по типу... Кайзер-то был, но по истории Первой мировой. Кайзер же был в Первой мировой. Просто тут Гитлер так и остался художником, как будто бы. Просто так и остался в тени. А Кайзер как бы все еще есть. Да? Просто очень есть похожий персонаж Кайзер. Такой. Точнее, не персонаж, а ну, чел из Реала. Кайзер же был какой-то из Германии прибыть какой-то чел. Лол? Так я... В смысле? Кританул. Ты ему в голову 50 урона дал. Ты как этот нахуй. Брэд Питт из фильма «Спиздили», где он цыганом был. Вид такой, не скажешь, что прям вообще машина, но ушатал здорового чувака просто. Ну, что надо, где? Меня нужно, да? Вот то... Вот, сын иногда подкидывает своих работ. Кошку сделал, но почему-то не подкидывает фокуса. Ну, более-менее разобрать можно. Ага, только уромкайся. Так, надо бы покушать. Так, овощного пирога Мошу. Да иди сюда, нахуй, я тебя разъебу просто.
Пыркает он. А я, блин. А можешь поебать. А, погоди! О! А, нет! Подожди, я понял, в чем прикол произошел. Просто Мошу настолько повезло попасть ему в ебало, что пиздец. Он просто отъехал сразу. Ебать. Я вдруг реально осознал ситуацию. Я осознал ситуацию. Я осознал ситуацию. Я осознал ситуацию. Так, орел и решка. Короче, включай таймер. Дайте таймером мы это будем делать. А... 15 секунд. Тьма поглотила таймер. Все. Вот так вот, да? Вот так вот, да? Перекидывайте всю ответственность на меня, да? Окей, я понял. Я орел. Я орел вообще. Так, все. Да блин, можешь, давай, сделай свой легендарный удар, ебало ему, пожалуйста. Хорош. Найс. Отлично. Ржавую трубу. Блять, я бы ему засунул трубу в жопу просто. Да. Получилось неплохо, правда? Нам пока что действительно везет. Везет. Ну да. А знаешь что? Я человек цивилизованный. Ну, придется им ноги отрубать, что делать. Но он упирается на 4 конечности, что бесит. 500! Да, в смысле? В смысле? А, высовывает язык. Отрублены руки, ноги. Получилось неплохо тоже, да?
Вся твоя команда. Да. Не, ну вообще я их не вижу соседями. Почему не назвались вообще соседями? Начнем с этого. Какого хера они вообще мои соседи? Так, хилим нашего мегабайца. Боец, ну в строю. Нормально, нормально. А, да. Угу, понял. Так, подождите. Блин, разум так-то тлеет у меня потихоньку. Ладно. А? Чего? Ты тут что делаешь вообще? Мудак, что ли? Держись, братан. Все будет хорошо. Так. Давай уже работай, пила. Серьезно. Так. Да, просто слегка ранили. Ну как бы. Надеюсь, нам повезет найти еще лекарство. Нахуя? Скажи мне, пожалуйста, мы же открыли эту дверь, типа... Нет? А, нет. Ладно. Снова, погнали. Кстати, 20 секунд. Плюс орел, решка минус. Ага. Значит, решка.
Нахуй надо. Почему топор? Ну, блин. Ну, господи. Ладно. Чего, блядь, что нахуй? Вы видели это дерьмо? Так бывает? Сразу 2 счастливые монеты? Реально? Это так работает в натуре? Что? Нахуй пошел просто. Патрон для дробовика. Дробовик имба, ребята, дробовик имба. Хорошо. Еще дробовичок. Лаванда. Let's go. Плюс орел, решка минус. Да, была бы вот, было бы хорошо. Орел, реально? Нет, увы. Увы. Тяжело. Тяжело. Давление воды должно поддерживать на минимальных уровне 50, чтобы не создать засоров в канализационной системе.
качестве меры предосторожности вы можете отключить только 50% водопроводных труб, идущих из западного предгорья. Понимаю, блядь. Окей. Хорошо. Приятного. Пельмени не кушает. Так, я хуйню сделал. Окей. Да блин, хуёво, что у меня нету ничего, что подняло бы мне, да, разум. В смысле?
Воздух здесь внизу тяжелый, влажный и мускусный. Здесь внизу холодно. Ребята, вам холодно? Блядь, я разъебу, тварь. Ладно, пошел ты нахуй. Не то чтобы рад. О! Водка! Бухаем, ребята. Вот буквально. Нормально. Вообще хорошо. Разум восстановился. Здоровье окей. Флакона вообще жестко много. Плюс 5, ничего себе. Добрый вечер. Куча народу погибло у какой-то статуи. Ну что я могу сказать? Рад за них, наверное, не знаю. Хорошо им или плохо? Так, орел или решка? Плюс орел, решка минус. До 20. Ладно, до 15. Или 20. Shift. Окей, нажму. Все. Окей. Я возьму это. Пойдет. Ну, окей. Неплохо. Не так уж и плохо. Погоди-ка, у меня есть что-нибудь? Ладно. Если что, мне против каких-нибудь жестких морозей есть канистра с бензином. О, бабочка. Она тут не зря. Так. Ты ебанутый нахуй! Нет. 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 Ну, пожалуйста, не надо.
Это же луница из первой части. Так, стоп. Так, стой. Чё. Подожди. Ну ты долбоёб. Ты чё? Я тебе даю похавать, мразь! Будь благодарна мне, тварь! Ладно, нахуй. Хотя, блядь. Да успокойся, блядь, я тебе покушать даю, ебать, ну ты чё нахуй? Нет, все, сука, все, это пизда. Нет. Ты отхватываешь пизды, мразь. Всему есть предел, блядь. Всему есть предел. Те пизда, нахуй. Панофобия? Что такое панофобия? Боязнь быть панином.
Нет, 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 нет. Ты не прав, ты не прав, ты не прав. А как ты мог? Нет, 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 нет. На нахуй просто! Постой, я позабочусь о ней, Август. Полегче, девочка, полегче. Ты хорошо потрудилась. Этот человек не враг, он друг. Она старая знакомая семьи. Она не желает зла. Я надеюсь, не причинил много вреда. Да, посмотрим, что у меня есть. Это немного, но надеюсь, это поможет самым сильным сделам. Да, подержи повязку на этой ране. Используй травы, чтобы у тебя не осталось таких шрамов. Будь осторожен там, мой друг. Ебаный в рот. Ебаный в рот. Какой же пиздец нам пришлось пережить, серьезно. Безлунницы ее звали, да. Здесь лежит Мош, бля. Не, ну Моши жалко, пиздец. Вот что, но Мош не виноват. Это действительно хлопотно, то, что произошло с нашей поездкой на поезде. Особенно, когда у тебя запланирована важная встреча в городе. What the fuck? Добрый день. Кида Танака. Рад с вами познакомиться.
Ты в порядке? Боюсь, мне придется отказаться от твоей компании. Мне действительно нужно поторопиться, и я думаю, что лучше всего отправиться в одиночку. Что ты здесь делаешь? Не совсем, но башня действительно кажется хорошей отправной точкой. Его же убили, нет? Подойду. Нет, он мертвый. Я уверен в этом. Hello, it's me. Я выдержу. Просто ебасос ему отъебал, блядь. Голову сюда, голову сюда. А я еще и был голодный. М75.
Отчет разведки БПСС. БПС. А, Отчет разведки БПС номер 1. Краткие основные моменты рекогносцировки подполья безымянной свободы. Корни организации восходят к Первой Великой войне. Сформированы из небольших групп, участвующих в акциях гражданского неповиновения в разных регионах Европы, в Воронии и Восточных святилищах. Стал более организованным благодаря бойцам-партизанам и профессионалам, имеющим опыт ведения организации. Образование под названием ПБС. После Первой Великой войны. Слабо связаны по всей Европе. Нет централизованной фигуры лидера, шпионы на высокопоставленных должностях в армиях Восточного Союза, Бременской армии, союзных войск. Недавно предпринял действия по саботажу обоих союзных сил, операция «Лук и стрелы», а также операция «Логика» Восточных Союза. Богемская секта считается угрозой операции «Логика». Что я сейчас прочитал, блядь? Хорошо, не, это очень хорошо. Нормально, нормально. Это прям радует. Что ж, это... Блин, надо сохраниться. Пиздец, надо сохраниться. Не, в пизду. В пизду. Не. Мне сейчас реально стало очень херово от мысли от того, что я могу потерять такой прогресс. Я активировал 2 кабеля. На минуточку. 2 кабеля. Что еще? Ну, справился со множеством всяких разных уёбков. Вот тут был очень сложный босс. Не, надо сохраняться. Надо сохраняться. 100%. Надо уходить отсюда. Да. Ну, я найду нового Моша. Назову его Мош номер 2. Я даже знаю где. Так.
Не, ну есть, наверное. Бля, ребят, дайте мясо. Точнее, пиво. Пиво, пиво, пиво. А, нет. Ха. Нет. Нет, 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 нет. Нахуй. Пошел нахуй. Просто иди нахуй. Не-не-не-не. Мне какая-то безумная паника. Он мне все время бегает теперь. Блять, я забыл про тебя, ебаная гондонская мразь. Нет, 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 нет. Я среагировал и ушел от него. О, черт, подожди. О, черт, блин. Сейчас нельзя сохраняться. Оливия в порядке сидит, блин, вообще. Я такое дерьмо пережил, она сидит тут нахуй, блядь. Так, нужно принести в жертву, ну, голову. По-другому никак. И только потом идти сохраняться. О, черт. Придется еще пойти забрать пистолет, но надеюсь, там нет этого ебаного гондонского клоуна, который меня... Сколько у меня патронов 9-миллиметровых? Да хуя же, да? 8, бля. Да. Ну, хули поделать. Не отреагировал, не успел. Вообще никак. 0 возможности среагировать было. Десять патронов, нахуй. О, ты будешь мне служить, мразь. Так, нет, пошел нахуй. Вот ты идешь нахуй.
Вот ты идешь нахуй, знаешь каким образом, блядь? Сейчас я тебе скажу каким. Нет, 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 нет. Блядь, ебаная. Орешка. Пошел нахуй! Иди нахуй, блядь! Ты чё конченый, блядь? Ты ебанутый! О, пизда. Надо было пойти. Надо было пойти. Упал. Узнал, да, узнал. Ебать. Так, ладно. В каком моменте это сохранение? А, у меня есть короткое замыкание. Но это не показатель.
Качич. Погоди, это то самое сохранение, когда... А, я понял, какое это сохранение. Я как раз таки иду в сторону этих самых канализаций. Надо бы, надо бы. Не то чтобы разведку. Один сайт гуль. Да, токийский гуль. Потусторонние 99. Открыл рот и молчит. Oh. Big fatty fat. Here for a challenge. Yes, I think.
uh, what like challenge do you mean? This whole game is challenge. Intimidate. Что он говорит? Типа не встречаться с Нидлсом? Ладно. Plus is for heads and minus for tails. 20 seconds. Go. Да ладно. Ничего себе. О, смотрите какой. Стрёмный гири. Мясной, как раз таки. Сын сделал. О, басу. Мясной, да. Да, Нидлс это клоун. Ну, блин, я чисто вот из названия понял. Ладно, давайте... Тогда решка давай. Решка. С дополнительной монеты кину. Хорошо. Более добрый, серьезно. Это добрый, блядь. Ну, Бэтмен бы ему ебал набил бы точно. Этому Нидлсу. Год.
Погнали. Если это не доброта, я не знаю. Так, второй боец. Так, это у нас будет. Кто хочет быть бойцом? Токарь? Токарь. Токарь. Поздняк, поздняк. Ну да. Так. О, енот, привет. Так, орел плюс, решка минус. Енот, давай, решайся. Орел. Балдею просто. Бригада. Мы же это бригада.
Посмотрим. $10 шиллингов. Неплохо. М. Так. А, Хорошо. Неплохо, неплохо. Не работает. Ой, черт! Побежали к Оливии. Токийский дрифт. Дежавю, like a tea, before перейдет. Я нашел вкладную инвалидную коляску для тебя. О, это потрясающе. Это прекрасно, красиво. И палочка-выручалочка, надеюсь, ты это знаешь. Хочешь присоединиться? Конечно, полагаю. Теперь, когда я могу передвигаться более свободно, было бы неплохо посмотреть, что здесь происходит. Вот тебе и, пожалуйста, 4-й человек. Дрифтер. Так.
Ну, по идее. Так, дайте думать. Я могу сейчас многое сделать. Думай, 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 думай. Я могу, я могу, я могу. Да. Так, во-первых, соберем травы. В смысле? Угу. Блин. Серьезно? Мне нет ключа? Ну да. Пиздец, как так-то. Так, сейчас я в туалет.
Ну, в общем-то, на самом деле, через 6-й тоннель мы можем пробиться в канализацию. Угу. Токарь скушал гуляш впервые после диеты. Когда я применил, сука, ключ? Я что-то не понимаю.
Как? И когда? Ну... Да мне казалось, что ключи были все это время. Так. Ну что ж, пошли в город, хули делать. Блять, ключ. Чап нахуй. Балкон. Пизда. Может поговорить? Вы нарушили комендантский час, установленный верховным жрецом в районе Перхивиля. Его окрестности. Я исправлюсь, если вы позволите мне. А почему действуют такие законы? Это делается для безопасности и защиты гражданских. Защита от чего? Зеленый оттенок, который поглощает землю ночью.
А? Чё? Да, ему голову надо отрубить. Бля. Невозможно, да? Токарь сдох, блядь. Пиздец. Ясно. Муж и токарь сдохли, бля. Фак. Да ебать.
Решт. Фак! Ебался в страхе нахуй. Блять, ему нельзя отпилить голову. Блин, как добить? Ну, голову надо трубить. Очевидно. И нахуй, блядь. Ой, господи, надо было голову выбрать. Тайм to say, привет. Где там Брайдер? Ну, хули. Где там Брайдер? Эту игру заказали, и я ее играю. Заказали за деньги. А Tomb Raider мы первый прошли, если что. Поэтому перешли к другой игре. Пура Ливия.
счастливым и нет. Блин, как будто это меня должно обрадовать. Серьезно. Ух ты, ёбаный гондон! Так, я тут. Серьезно? Ёбаный в рот. Ау. Ау. Мне пизда. Все, я умер. Все. Но, видимо, это все отлаживается на завтра. Что я могу сказать? Это слишком жестко. Вот такие вот дела. Да. Да. Так, переходите в телегу, ребята. В телеге у нас анонсы стрима и прочие новости игровые. Ну, как-то должны же эти полисмены умирать. Ну, это да, но я пока не додумался. К сожалению. Я пока не додумался. Надо подумать. Надо подумать. Спасибо всем, кто был. Спасибо за общение. Так, давайте я кину рейд куда-нибудь на тоже Фиренхангера. И увидимся завтра. И вам спасибо, ребят, за общение. Кидаю рейд на другой канал. Называется Саша Фултайм. Передавайте приветы и все такое. Как-то так. Все. Всем спасибо. Был рад всех видеть. И всем пока. Делали сегодня много всяких разных делов. 5 блинов нажарил. Жестко.